Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами совместим отдельные ячейки букв и диакритических знаков в единый символ. Итак, мы с вами создали отдельно диакритические знаки. У нас есть символы латиницы, кириллицы, к которым мы можем добавить эти диакритические знаки. И для того, чтобы их сделать, нам нужно выбрать соответствующую сортировку, например, Latin Simple либо Latin Pro. Если мы делаем расширенную латиницу, здесь мы находим символы и знаки, которые мы уже сделали. Например, вот этот circumflex или вот этот вот acute мы можем добавить. Делаем по нему двойной клик, и в вашем случае у вас, скорее всего, здесь сразу автоматически добавились все компоненты. Но так как я их ранее отключал, потому что мне это не очень удобно, здесь, конечно, он этого не делает. Сейчас я попробую найти, где это у нас здесь находится. По вкладке Operations мы можем снова включить, добавлять компоненты, если это возможно, и создавать автолейеры, если это возможно. По умолчанию у вас стоит вот эта вот штука, поэтому если я нажму Apply и удалю, и заново сделаю, он у меня автоматически здесь добавит. В целом это удобная штука, поэтому, наверное, если вы ранее выключали ее, можете ее включить заново. И здесь мы смотрим, что у нас получается. Открываем вот этот глиф, и мы видим, что у нас здесь автоматически позиционировались вот эти якоря. Но я их подвинул, поэтому я сейчас, наверное, удалю и заново добавлю. Вот они у меня добавились, все вариативно, все у нас работает, все хорошо, но тут есть нюанс. Если вдруг я сделаю двойной клик, перейду на этот диакритический знак и изменю положение вот этого якоря, здесь автоматически это не обновится. И это не очень удобно. Придется заново удалить его, заново добавить. А вот если я сделаю автолейер, вот тогда это по-другому уже будет себя вести. В качестве разнообразия сделаем вот еще какой вариант. Я выберу вот это вот все, сейчас удалю. Если, допустим, у вас автоматически он не добавился, как у меня здесь при включенной настройке добавить компоненты, можно сделать это вручную. Я выбираю компонент, выбираю букву А, во все мастера вставляю. Вот это я пока включу, и сюда же добавляю компонент Circumflex. Выбираю кейс-версию, жму ОК. И он у меня сразу автоматически поставил ее туда, куда нужно. Почему? Потому что он просто увидел, что в этом файле, в этой ячейке у меня есть якорь, и совместил его. Но опять же, тут та же самая история. В режиме реального времени это не особо меняется. Поэтому если я вот так сменил, здесь у меня ничего не поменялось. Можно попробовать сделать update glyph. Ничего не поменялось, ничего не произошло. Так что это не очень удобно. Поэтому как эту проблему можно решить? Проблему эту можно решить очень просто. У нас по умолчанию, когда мы создавали вот этот символ circumflex, у меня в панели рецепта прописалась вот такая формула. Поэтому я на всякий случай ее редактирую и делаю максимально корректной, чтобы она идеально совпадала, потому что иногда он может сделать просто добавить вот такое значение. Если я его включу, видите, оно у меня выше стало, потому что мой circumflex для строчных находится чуть выше. Точнее, он находится сам по себе чуть более высокий он и чуть выше. Поэтому, если мы кликнем на него, мы перейдем вот сюда. Вот он, его реальное положение. А нам нужно, чтобы использовался вот этот. Поэтому вот здесь я пишу .case, кликаю, и все у меня добавилось. Причем, если я здесь зажму Alt, у меня он добавил вот этот рецепт, этот автолейер во все вот эти глифы. И в чем преимущество такого варианта? Если я теперь сдвину, как видите, он у меня в реальном времени все обновляет. Иногда бывает это происходит чуть-чуть дольше, потому что много символов. Тогда нам помогает вот это включение обновления автоматических автолейеров и метрик, и update glyphs тоже нам помогает это сделать. В общем, это один из вариантов, как можно создать. И по такому же принципу мы можем сейчас создать с вами букву и кратко, потому что в ней используется нестандартное аббревия. Сейчас мы это проверим. Переключаемся на русскую кодировку, кириллица, basic, и вот здесь у нас есть буква и кратко. Делаем двойной клик, что происходит? Мы, открыв ее, видим, что у нас добавилась кириллическая буква И, все окей с ней, но в то же время добавилась стандартная аббревия, case. То есть в целом он угадал, сделав добавление прописной версии диакритического
знака, но не угадал с тем, какой именно знак, потому что FontLab не знает, что есть такая альтернатива такому бреве в кириллическом виде. Поэтому что мы можем сделать? Опять же, мы можем либо заменить это через замену глифа, заменить компонент, либо выбрав глиф, нажать комбинацию Ctrl-Shift-C. И вот тут он нас спросит, что на что нам нужно поменять. Здесь мы можем написать бреве, и он мне предложит все похожие чеки с названием бреве. И вот он, бреве Кир. Но это не очень удобно, это очень долго, поэтому самый простой вариант сделать автолейер. Кликаю сюда, у меня создался автолейер, но он все равно сделал его на основе стандартного бреве. Поэтому что я делаю? Включаю автолейер. Здесь можно написать, потому что для меня вот эти все символы, они ничего не значат. И это не очень удобно. Я пишу здесь просто кириллическую букву И, добавляю кириллическую букву И. Но если вдруг у вас нету кириллической раскладки, вы можете просто взять, скопировать название этого глифа и написать его, вставить вот сюда. Дальше что я делаю? Вот эту кириллическую я убираю. И здесь я пишу бреве Кир. Ничего не поменялось, потому что я еще не включил автолейер. Теперь смотрим сюда. Я кликаю на автолейер. И у меня бреве поменялось на корректное бреве, которое чуть шире, у которого сверху потолще, в середине потоньше. Но так как она добавилась у меня только в один глиф, я выключаю, зажимаю Alt, кликаю снова с зажатым Alt на автолейер. У меня добавилось это во всех глифах, вот это вот рецепт. То есть автолейер в данном случае удобно. Но на случай, если вдруг у вас включена синхронизация всех изменений, то достаточно нажать просто Alt, и он мне добавил все автоматически во все, потому что в данном случае он просто по умолчанию зажимает Alt. Вот теперь у нас все готово. И опять же, если вдруг что-то будем менять, у меня автоматически будет здесь все обновляться. Только здесь почему-то не обновляется. Что не так? Не так, потому что здесь я не сделал якорь. Мне нужно якорь добавить букву И. Сейчас мне просто по центру поставил. Поэтому добавляю якорь. И вот теперь, как видите, он перескочил. Ну, на всякий случай прописываю здесь центр. И копирую это все на все мастера. Возвращаю на место. И все. Теперь любые изменения, которые я буду делать с этим якорем, либо с этим бреве, у меня все будет отражаться. Как видите, все работает прекрасно. Здесь я могу включить режим перемещения вот этих диакритических меток на букву. Правда, как видите, при интерполяции здесь все начинает непонятным образом ездить. Поэтому я это отключаю. Вот на автолейер у меня сработает все хорошо, все делается буквально за 2 секунды. И в чем удобство, когда я буду копировать или делать новый шрифт, мне не нужно будет все вручную писать, я просто возьму и скопирую этот рецепт из своего предыдущего шрифта и ставлю сюда. Я открыл свой шрифт Zasker, в котором вы можете увидеть, что у них огромное количество есть символов расширенной кириллицы, расширенной латиницы. И здесь в данном случае я могу даже особо не смотреть и не знать, как выглядит конкретная какая-то буква. Мне достаточно просто взять и скопировать вот этот рецепт и переставить его уже в актуальный шрифт. То есть это очень удобно. Такие рецепты позволяют мне буквально за секунду взять вот эту вот, например, букву, которую я буду вспоминать, как ее делать. Я просто захожу в свой шрифт Zasker, в котором у меня уже все прописаны рецепты, скопирую его, и теперь я могу его вот здесь вот выбрать, прописать в него вот сюда, например, рецепт, и включить автолейер, и у меня автоматически все сработает. Сейчас мы с вами разобрали очень интересный этап создания шрифта, добавления критических знаков. Конечно же, не все символы расширенной кириллицы и латиницы можно создать вот так вот просто, добавив диакритику к существующему латинскому символу. Есть много символов, которые нам придется делать вручную. Ну, например, вот этот символ АЕ какой-нибудь, О с баром, или наоборот Д с баром. Вот эти вот всякие варианты. Это все нужно будет рисовать вручную, но сама возможность создать очень быстро диакритические знаки буквально в 2 клика, это очень упрощает работу, потому что по сути расширенная диакритика, расширенная латиница, расширенная кириллица, она процентов, наверное, на 80 состоит из вот таких вот простых комбинаций одного с другим, и получилось третье, поэтому это очень сильно ускоряет процесс работы при создании шрифта и ускоряет процесс
процесс работы в целом. Даже, я бы сказал, облегчает сам файл, потому что не так много в нем информации, потому что он просто комбинирует на лету все вот эти штуки, и не нужно в каждой ячейке держать контур. Достаточно просто их показать из одной ячейки в другой. В общем, такая штука очень полезна. Как именно собирать и из чего, вы можете просто открыть любой шрифт, вы можете даже, в принципе, открыть мой шрифт Sasker, в нем, конечно же, не будет вот этих рецептов, но при этом все равно в ячейках, в которых есть вот такой вот значок автолейера, либо значок вот такой вот фигурки, вы сможете увидеть, из чего он состоит. И просто взяв вот эти названия, вы сможете их применить в своем шрифте, просто скопировав название. Иногда FATLAB сам подтягивает эти названия. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Sasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.